В этом мастер-классе я показываю, как вязать этот самый пышный ряд, про который я вспоминала в предыдущем видео и обещала вспомнить. Я вспомнила. Я покажу, в чем секрет провязывания именно такого объемного ряда. Но не буду показывать, как вязать этот попкорн, потому что все это рассказано в моем предыдущем мастер-классе. Чтобы не повторяться, я, кроме вот этого объемного ряда, покажу, как можно связать вот такие лепестки. Вдруг кому-то пригодится. Если никому не пригодится, значит смотрим только, как вяжется именно вот этот объемный ряд. И все, я свое обещание выполнила. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 и 7,5. Ниточку вот так оставляем, придерживаем обязательно и снимаем с пальца. Заходим в серединку круга, уже придерживаем здесь кружочек. Захватываем рабочую нить, вытягиваем, закрепляем воздушный. Делаем еще 2 воздушные. Три воздушные, которые заменяют один столбик с накидом. Накид на крючок и еще вяжем столбики с одним накидом, полностью заполняя эту окружность. Круговой ряд весь заполняется столбиками с одним накидом. Когда полностью заполнили кружочек столбиками с одним накидом, надо удостовериться, что не осталось еще места, где бы можно было провязать эти столбики. Подвигаем, двигаем вот так вот. И вот еще сколько можно провязать столбиков. Заполнили уже полностью, и свободного места тут не осталось. Круг не соединяем. Закончили в таком положении, подтянули все крепко, делаем одну воздушную, тугую воздушную, чтобы она потом не портила вид. Если ее сделать свободной, она будет возвышаться над остальными столбиками. И поворачиваемся таким образом, чтобы вязать за дальние полупетли. Это ближние, здесь дальние. Вязать мы будем, вот тут мы провязали, и следующая полупетля будет рядышком. А это, она уже как бы провязана, так как мы связали петлю подъема одну воздушную. И заходим в эту полупетлю. Столбик без накида. И так друг за другом провязываем каждую полупетельку. До самого конца я провязала, и остается тут один столбик, но в него попасть очень сложно. Сложно этим крючком попасть. Поэтому я беру тоненький и все равно
Тут даже 2 полупетли, вон одна и вторая. Вот эти 2 полупетли я провязываю более тонким крючком, потому что если их не провязать, это скажется на внешнем виде мотива. Он будет расщепиренный. Вот еще один. Вот. Теперь я провязала полностью. Получается вот такая заготовочка, очень знакомая тем, кто вязал фриформ и вяжет. В самом начале этого ряда, который мы будем вязать за вот эти вершинки столбиков, это у нас лицевая, мы вот так поворачиваем, это изнаночная, поворачиваем вот так между изнаночной и лицевой, вот этот ряд сюда мы будем вязать. Делаем накид на крючок, и в самый крайний столбик этого ряда мы провязываем полустолбик. То же самое мы будем вязать и в конце ряда. Теперь вяжем одну воздушную, накид на крючок и заходим в вершинку соседнего столбика. Вот сюда мы провязали, заходим в следующую вершинку и вяжем тоже столбик с одним накидом. Дальше вяжем 2 воздушные и заходим в следующий столбик для того, чтобы провязать новый столбик с одним накидом. Провязали. Теперь у нас идет 1 воздушная и заходим в следующую вершинку. То есть заходить мы будем во все столбики подряд, а отличаться они друг от друга будут только тем, сколько воздушных мы провязали между столбиками. Я тут распустила, потому что если уж решила прикрепляться за весь столбик, то так надо продолжать. А я ухватила за 1 полупетлю. И опять мы тут провязали 1, 2 воздушные, 1, теперь 2 воздушные, накид на крючок и заходим и вяжем столбик с одним накидом. Заходим мы в каждую вершинку, а меняем только количество воздушных. 1, 2, 1, 2, теперь 1 воздушная и следующая вершинка. И так мы вяжем до конца ряда. Чередуем количество воздушных. Последний столбик вяжется так же, как и в начале ряда, полустолбиком, накид на крючок, и прикрепляемся в самом конце полустолбиком. И этот ряд закончен. Ничего не фалдит, не тянет, все. Для тех, кто смотрел предыдущий мастер-класс и уже имеет представление о том, что я вяжу, я поясню. Мы, когда провязывали пышный столбик под конкретной арочкой, допустим, вот, я вяжу под эту арочку, вот она. Под нее я провязала пышный столбик. И в прошлом мастер-классе
мы прикреплялись, и я просила это делать, именно за тот столбик, вот этот ряд из столбиков без накида, напротив, точно напротив. А в этот раз мы будем прикрепляться наискосок. Вот, допустим, эту арочку провязали, и прикрепляться не так, а вот сюда, здесь. Эту арочку провязали, прикрепляться вот сюда. Все время как бы с опозданием, как бы назад. Вот так. И наши пышные столбики будут обгонять наши прикрепы. Ну и мы сейчас попробуем, как это наглядно. Значит, первая арочка, мы ее вязать не будем. Мы делаем одну воздушную. И теперь вот эту боковую часть, так вот мы сделали воздушную, поворачиваем и провяжем вот эту крайнюю арочку, заходим под нее, вяжем столбик без накида. Накид на крючок, и вот рядышком идет столбик, в вершинку мы вяжем полустолбик. Полустолбик. Вот. Теперь возвращаемся к нашим арочкам. И надо запомнить, что точно так же, как здесь, мы провяжем и в конце ряда. И теперь вяжем пышные столбики. Накид на крючок. Первый накид на крючок. Заходим под эту арочку, под вторую. Захватываем нить. И получается 1. Набрасываем второй раз, захватываем 2, еще один накид, уже третий, под арочку заходим, цепляем третий раз и четвертый раз. Вот, у нас получился вот такой пышный столбик из 4 обвиваний. Теперь мы все это провязываем одной петлей, закрепляем. И вот теперь будем прикрепляться наискосок. То есть вот пышный столбик, а прикрепляемся вот сюда наискосок. Получается, что в начале вот этого ряда. Вот он идет, наш ряд столбиков без накида, который мы вязали еще раньше. И вот мы за него прикрепляемся в самом начале. Прикрепляемся тем же столбиком без накида. Не вяжем никаких воздушных, а сразу же переходим на провязывание под эту следующую арочку. Чтобы под нее провязать удобно, мы вот так поворачиваем мотив, делаем накид, заходим под арочку и захватываем. Раз, накид, 2, накид, под арочку заходим 3 и еще 4. Все вместе провязываем, закрепляем. И опять наискосок прикрепимся. Вот наша провязанная арочка. И прикрепляемся наискосок. Не напротив арочки, а наискосок. За этот же ряд. Вот арочка, прикрепляемся здесь. Столбик без накида.
И провязываем следующую арочку. Сюда заходим и вяжем точно такой же пышный столбик. Заходим, провязываем и прикрепляемся опять наискосок. И в самом конце последний пышный столбик провязали, точно так же прикрепляемся наискосок за ряд, предыдущий ряд из столбиков без накида. И теперь нам надо, как и в начале ряда, провязать здесь. За боковую часть. Значит, вяжем полустолбик в вершинку напротив столбика, просто полустолбик. То есть мы вяжем зеркально, как вязали в самом начале ряда. Над столбиком вяжем полустолбик, а потом столбик без накида. Мы вот так закончили, и теперь нам надо перейти сюда. Даже сюда, на самый-самый край. Вот. Соединительным столбиком. Вот так. Вот этот мотив связан таким рядом, который я только что показала, а потом идут шишечки, попкорн, который мы вязали в предыдущем мастер-классе. Если кому интересно, то можно посмотреть, как это вязать. Вот тут ссылочка. Заходим и смотрим. А я хочу к этому ряду пышному провязать вот такие. Вот такой вот ряд. Может быть, кто-то не вязал что-то подобное, ему как раз пригодится. Просто не хочется мне повторяться. Дальше я буду вязать столбики с одним накидом, а между ними 4 воздушных. Можно 3, но не больше 4 и не меньше 3. Значит, высота столбика 3 воздушные. Может, у кого-то 2, я вяжу туго, поэтому у меня 3 воздушные, и ширина этих клеточек, арочек, какие я буду сейчас вязать, 4. Значит, добавляем еще 4. 1, 2, 3, 4. Теперь мы, конечно, поворачиваемся и накидной крючок и прикрепляемся. Вот тут. И вяжем столбик с одним накидом. Вот так. Дальше снова 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И вяжем столбик с одним накидом. Вот так получается. Мне как бы оно слишком туго, поэтому я распущу и попробую прикрепиться не через 2 пышных столбика, а чуть ближе, если получится. Так, 3, 4. Вот я прикреплялась здесь, мне как бы туговато, поэтому буду где-то здесь. Надо же прикрепиться так, чтобы не испортить внешний вид этого пышного ряда. Вот где-то так.
И опять раз, два, три, четыре. И опять. Так визуально просто смотреть, чтобы все это было одинаково примерно. Вот, уже ничего не тянет, все свободно. И вот в таком же режиме продолжать до конца ряда. Для новичков покажу, где мы прикалываемся. Раз, два, три, четыре. И вот у нас идет под этим рядом вот такая косичка. Накид на крючок. И вот тут под нее вяжем нужные арочки. Когда ряд провязали, обязательно проверьте, не тянет ли, чтобы эти клеточки, они ложились, не стояли, не вот так стояли, а ложились, выпрямлялись. И только тогда можно заканчивать. В конце вот тут мы не вяжем столбик, а прикрепляемся. 4 воздушные я провязала. И теперь соединительным столбиком я прикрепляюсь. Вот, этот ряд закончен. И опять вяжем 4 воздушных. Раз, два, три, 4. И прикрепляемся соединительным столбиком в вершинку этого столбика. Соединительный. Вот так получается. Заходим под эту арочку маленькую. Также вяжем соединительную. Потом 2 воздушные. И сюда вяжем столбик с одним накидом. Еще один столбик с одним накидом. Уже 3. 4. 5. Сюда же 6. И сюда же 7. 7 столбиков с одним накидом мы провязали под эту маленькую арочку. И теперь вот мы у нас вот так вот вязание. А теперь мы перейдем на вязание вот этой части. Внимательно посмотрите. Вот маленькая арочка, мы ее обвязали. А вот это большие арки. И вот тут сбоку мы будем как бы продолжать вязать. Накид на крючок и переходим вот сюда. Столбик без накида. Ой, столбик с одним накидом. Второй столбик с одним накидом. 3. Ну и 4 уместится. 4 столбика с одним накидом. Тут у нас 7, здесь 4. Теперь мы будем присоединяться вот таким образом. Вот этот край мы идем сюда. Не здесь прикрепляться, а вот в этом месте. Вот так вот раз. Вот. И столбик без накида. И у нас получился вот такой лепесток.
После этого мы снова вяжем 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Опять прикрепляемся за вершинку вот этого столбика соединительной. Вяжем. Вот так заходим. Заходим в маленькую арочку, как и в прошлый раз. Соединительную. И сюда вяжем под арочку 7 столбиков с одним накидом. Еще 2 воздушные. И второй столбик. И вот смотрим, вот эту часть мы провязали, маленькую арочку, а теперь надо перейти на большую, вот тут сбоку. Вот так вот раз, и сюда переходим. Поворачиваем. Были здесь, теперь поворачиваем сюда. И вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот так получается. Это маленькая арочка, а здесь сбоку большой. Теперь мы опять берем эту петлю и прикрепимся здесь. Вот сюда. А прикрепляемся вот очень легко и просто. Под это место и столбиком без накида. И вот у нас уже получилось 2 лепесточка. Новая маленькая арочка — это 4 воздушных. 1, 2, 3, 4, которая прикрепляется соединительным столбиком в вершинку этого столбика. И теперь мы должны обвязать эту маленькую арочку, и под нее у нас 7 столбиков с одним накидом. После этого переходим на обвязку вот этой боковой части большой арки. Тут у нас 5 столбиков с одним накидом. Потом мы все это соединяем здесь. И так вязать до конца ряда. И также мы прикрепляемся в конце вот сюда, только вместо столбика без накида, какой я вязала, когда мы закрывали лепесток, провяжем соединительную. И мы заходим не сюда, а вот сюда, соединительным. Вот так проводим. Вот так. Ниточку можно обрезать.